Пока остальной мир ведет споры о приоритетах, сосредоточиться ли на колонизации Марса, искать новые экзопланеты или заниматься решением насущных земных проблем, Пекин шаг за шагом и хладнокровно превращает ближайший к нам спутник — Луну в ресурс, который может обеспечить стратегическое господство Китая на мировой арене. Речь идет не о красивых жестах, не о пропагандистских проектах и не о масштабных обещаниях, а о реальном овладении самым ценным объектом в Солнечной системе, доступным всего за 3 дня полета от Земли. Если развитие событий пойдет в том же направлении, то через 1-2 десятилетия распорядок мировых сил изменится полностью, что может повлечь за собой серьезные геополитические последствия. После сворачивания американской программы «Аполлон» и завершения советских программ «Лун» в 70-х годах интерес к Луне резко снизился. Научные круги и космические агентства все чаще стали обсуждать полеты к Марсу, исследования спутников Юпитера и изучение далеких экзопланет, таких как экзозвезды с потенциально обитаемыми планетами. Луна стала казаться скучной, повернувшейся к человечеству своей привычной и уже изученной стороной. Однако именно в начале 21 века китайские специалисты задумались о будущем и приняли решение посмотреть на ситуацию с другой стороны. Они стали задаваться вопросом, где можно найти энергию и сырье для осуществления технологического рывка, а также как вырваться вперед, пока остальные отвлечены мечтами о других космических объектах и дальних планетах. Ответ оказался весьма прагматичным. Не Марс, который требует 9 месяцев перелета, не малодоступные астероиды, а именно Луна. Она находится рядом и доступна всегда, в любое время и при любых условиях. Итак, в 2007 году стартовала первая межпланетная станция проекта Чанэ, названного в честь легендарной китайской богини Луны. Целью ее миссии были не романтические жесты и не идеалы поэзии, а четкие и прагматичные исследования, основанные на науке. Миссия Чанэ-1 создала подробные карты поверхности Луны и обнаружила следы редкого изотопа гелия-3 в лунном грунте. Этот элемент рассматривается как потенциальное топливо для реакторов будущего. Всего 1 килограмм эквивалентен 10 тысячам тонн угля, но при этом реакция безопасна, не выделяет нейтронов и не оставляет радиоактивных отходов. Это означает, что производство энергии будет экологически чистым и безопасным. На Земле гелия-3 почти нет, так как этот изотоп не образуется в таких количествах в результате обширных природных процессов. Однако на Луне скопилось множество тонн этого элемента за миллиарды лет воздействия солнечного ветра, поскольку солнечный ветер помогает накапливать гелий-3 на поверхности и в грунте Луны. По оценкам, 40 тонн этого элемента достаточно, чтобы покрыть годовую потребность США в электричестве, а общих запасов, включая те, что могут быть извлечены, хватит на тысячелетия. Это открывает огромные перспективы не только для Китая, но и для всего человечества. В то время как США спорили о судьбе своих шаттлов, Европа и Россия обсуждали дальние космические миссии и сложные проекты, связанные с изучением других планет, Китай закладывал прочный фундамент своей энергетической самостоятельности. Следующей вехой стала миссия Чанэ-2, которая в 2010 году сняла поверхность Луны с метровым разрешением и составила карту распределения гелия-3, одновременно выбрав оптимальные зоны для будущих посадок и исследований. Камеры аппарата были способны различать даже следы астронавтов программы «Аполлон» и оставленные ими модули. В 2013 году Чанэ-3
успешно совершил первую мягкую посадку на Луну после 1976 года, открыв новую страницу в исследовании данного спутника. Его луноход Юйту, нефритовый заяц, весивший всего 140 килограмм, был оснащен георадаром, спектрометрами и высококачественной панорамной камерой, что обеспечивало подробное исследование лунного ландшафта. Аппарат успешно питался от радиоизотопного источника и выдерживал холодные ночи на заброшенной и безжизненной поверхности Луны. Однако настоящим прорывом и выдающимся достижением стала посадка Чанеэ-4 в январе 2019 года на обратной стороне Луны. Это событие не имело аналогов в истории человечества и стало важной вехой в исследованиях. Этот регион Луны принципиально отличается. Здесь отсутствуют радиопомехи от Земли, сохранились древние геологические структуры, а кратер фон Карман, часть бассейна Южный полюс Эйткен, открыл доступ к слоям мантии Луны, что является уникальной возможностью для научных исследований. Для связи с Землей был создан ретранслятор Цюэцао, расположенный в точке Лагранжа L2, что обеспечило постоянный и надежный канал связи и позволило разместить первый внеземной радиотелескоп. Чанеэ-4 доставил луноход Юйту-2, который сразу же начал исследование местности, и первые анализы образцов показали высокие концентрации титана, железа и редких металлов, а привезенные позже образцы с миссии Чанеэ-5 содержали совершенно новый минерал чэньчжизаэте И, обладающий атомами гелия-3. Это было первое открытие неизвестного минерала на Луне с времен Аполлона. Одним из сенсационных открытий стало также нахождение блестящей массы в кратере. В социальных сетях по этому поводу активно обсуждали версии о возможном инопланетном происхождении. Однако на самом деле это оказалось импактное стекло, образовавшееся в результате метеоритного удара, которое доказало наличие материала мантии, выброшенного наружу, и тем самым подтвердило геологическое разнообразие Луны. Научным символом миссии стала миниатюрная биосфера, в которой были семена и яйца насекомых. Впервые на Луне пророс росток хлопка. Хотя он и погиб после наступления ночи, это доказало возможность выращивания растений и ведения сельского хозяйства при относительной лунной гравитации, что может стать основой для будущих колоний. Однако главными достижениями стали данные георадара. Под поверхностью Луны скрываются колоссальные лавовые трубы шириной до 2 километров и длиной более 50. Высота их сводов достигает 300 метров. Эти пустоты с постоянной температурой около плюс 17 градусов Цельсия защищены от радиации и падений метеоритов, предоставляя идеальные условия для строительства целых городов. Ранее японский аппарат Селения и американский ЛРО фиксировали входы и гравитационные аномалии. Но именно китайские ученые первыми подтвердили реальные масштабы этих структур и их потенциальную ценность для будущих экспедиций. В 2020 году Чанеэ-5 привез 2 килограмма грунта, добытого с больших глубин, и эти образцы оказались самыми молодыми породами с возрастом всего лишь около 2 миллиардов лет. Концентрации гелия-3 в этих образцах подтвердили возможность промышленной добычи этого элемента. Из тонны реголита можно получать до 20 граммов гелия-3, чего достаточно для работы 10-мегаваттного реактора в течение года. В 2024 году Чанеэ-6 впервые доставила образцы с обратной стороны Луны, которые содержали редчайшие элементы, включая платину и иридий, критически важные металлы для микроэлектроники.
Тем временем программа США «Артемида» страдает от постоянных переносов сроков и колоссальных затрат. Ракета ЛСЛ взлетела всего дважды, а модуль «Орион» пока не доставил человека на Луну, причем стоимость одного запуска превысила $4 миллиарда. SpaceX делает ставку на изучение Марса, Blue Origin терпит затруднения, а Европа играет вспомогательную роль в этих масштабных проектах. Россия после 2022 года все сильнее ориентируется на сотрудничество с Китаем, что открывает новые перспективы и возможности для совместного исследования Луны. На фоне всех этих затруднений Пекин упорно движется последовательно и четко, работа над лунными проектами активно продолжается. Уже создаются прототипы 3D-принтеров, которые из реголита возводят купола диаметром до 10 метров всего за неделю. Ведутся работы по разработке инновационных сфер, роботов с радарами и камерами, умеющих катиться, прыгать и картировать пещеры. Испытан компактный реактор, который извлекает воду из грунта с уникальной эффективностью 90%. Металлургические исследования подтверждают, что в условиях вакуума и низкой гравитации можно получать сверхчистые сплавы, что имеет огромное значение для будущего производства. Первые образцы экспериментального прыгающего робота под названием «Космический кузнечик» демонстрируют свою возможность передвижения на сотни метров прыжками, ведя при этом видеосъемку и собирая образцы, что дополнительно подтверждает целесообразность проводимых исследований. К 2030 году Китай планирует высадить тайконавтов на Луне и сразу же приступить к строительству базового комплекса на ее поверхности. Для этого создается новая ракета Чанчжэн-10 высотой 90 метров и способная доставлять на орбиту до 70 тонн, а к Луне – до 25 тонн. Первая экспедиция пробудет на Луне месяц, вторая — 3, а к 2035 году должна заработать Международная лунная станция под руководством Китая. Она будет размещена у Южного полюса, который идеально подходит для ввода новых технологий. И там постоянный свет для генерации энергии, лед в кратерах для воды и топлива, а также входы в подземные полости. База будет включать в себя жилой сектор, научные лаборатории, производственные модули и целый энергетический блок с термоядерными реакторами, работающими на гелий-3. Важно отметить, что Китай активно формирует коалицию вокруг своей космической программы. Россия уже согласилась о сотрудничестве, а к проекту могут подключиться также Пакистан, Саудовская Аравия и Иран, создавая альтернативный блок против соглашений Артемиды и других международных инициатив, стремящихся контролировать доступ к ресурсам Луны и других планет. При этом с Луны гораздо проще отправляться на астероиды, содержащие ресурсы стоимостью в триллионы долларов, и уже объявлена миссия к объекту 2016 AA3, представляющему собой потенциальный источник для будущих разработок. Ключевым фактором остается энергетика. Тот, кто наладит промышленную добычу гелия-3, получит почти бесплатный, неисчерпаемый источник энергии. Дешевая энергия означает дешевое производство, а следовательно, появление суперсовременных компьютеров, транспорта и искусственного интеллекта, который окажется недоступным для конкурентов. Китай сможет производить товары и технологии по таким ценам, с которыми не сможет сравниться ни одно другое государство. Луна становится плацдармом, где решается будущее человечества.
Пока США и их союзники обсуждают бюджетные вопросы и выборы, Китай активно реализует свои цели. Через 20 лет именно это десятилетие войдет в учебники истории как время, когда определилась судьба цивилизации. История вовсе точно показывает, тот, кто контролирует ресурсы, тот и диктует правила. Когда-то это были специи, позже нефть, затем интернет, а завтра ключевым ресурсом станет именно гелий-3. И все указывает на то, что именно Китай первым получит к нему доступ. Судьба человечества будет зависеть от процессов, происходящих на скрытой от наших глаз стороне Луны, уже сейчас подготавливающей новую эру для всего человечества. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Какие ваши мысли, прогнозы и ожидания? Расскажите, пожалуйста, о своих взглядах в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками, в которых мы будем освещать самые интересные и важные темы из мира науки и технологий. До свидания.